Всем привет и добро пожаловать! В этом видео я хочу рассказать вам о своих парфюмерных новинках. Мне наконец-то приехала посылка, ее привезли мне друзья. Я заказывала на сайте Lucky Scent. Этот сайт, к сожалению, не доставляет в Россию, но некоторые из этих парфюмов все же доступны у нас в стране. Плюс сейчас я тестирую один из способов заказа товаров, в том числе косметики и парфюмерии из-за рубежа, вот с учетом всех санкций и ограничений. Поэтому я обязательно с вами поделюсь результатами в отдельном видео, что у меня получилось, что у меня не получилось. Ну и перед обзором еще хочу сказать, что я читаю ваши комментарии, я видела, что был запрос не один раз снять ролик про парфюмы брендов таких как Айфель, Уса и так далее. Ну, скажем так, тех, кто вдохновляется уже существующими парфюмами и создает либо копии, либо аналоги. У меня еще есть несколько брендов, несколько флаконов, но это уже будет такая отдельная телепередача. А в этой давайте поговорим сейчас о парфюмах, которые очень популярны за рубежом, поэтому поехали. Первый аромат, о котором хочу рассказать, называется Escapade Gourmand от бренда Maison Mataha. Сам бренд достаточно молодой, тем не менее вот этот аромат делал парфюмер, который сделал много работ для бренда HFC. Аромат заявлен как восточно-гурманский, на него снято очень много сейчас отзывов, о нем много говорят, он очень популярный. Для меня этот аромат, у меня он в таком вот небольшом отливантике, это сливочная карамель. Это ваниль, бобы тонка, сахар и какая-то невероятная кремовая сливочность. И я думаю, что вот это вот сочетание, оно понравится тем, кто очень любит гурманские, ванильные, вот такие кремовые ароматы. В плане стойкости он прям очень долго сидит на теле. Я все время принюхивалась, все время хочется его на себе ощущать, но у него нет огромного шлейфа. Я бы сказала, что здесь какая-то такая супердоза ванили. И здесь вот ваниль, она без копчености, без какого-то древесного акцента. Нет, это именно сладковатый, ванильный, немножко карамельный аромат. Аромат мне очень понравился, это очень приятная гурманика, он не химозный, он звучит благородно, и вот он такой вот, который все время хочется на себе ощущать. В общем, я довольна, мне понравился он, я рада, что у меня была возможность с ним познакомиться. Следующий аромат называется Naked Dance от бренда Oddity. Этот аромат меня удивил. Это очень интересный, необычный аромат. Я поясню, почему удивил, потому что если посмотреть на пирамиду, то это не самые мои любимые ноты. Там заявлен бергамот, цветок апельсина, глина, рис, жасмин, роза. Там очень такая насыщенная пирамида. Но лично я в этом аромате чувствую рис, вот действительно такой промытый рис, белая глина, но скорее такая вот косметическая, которую вам наносят, например, в салоне, да, или вы дома делаете маску. И зеленый чай. Все вместе это звучит очень необычно. Здесь еще я чувствую немного ирис, он дает такую пудровость, очень такой нежный аромат. Если бы я не знала, что это бренд Oddity, я бы сказала, что это похоже на ароматы Фредерика Маля, который называется у них Fleur de Hiver, вот это вот French Lover. Я бы сказала, что это аромат унисекс, может носить и мужчина, и женщина. Этот аромат сравнивают с ароматом Fleur de Peau от бренда Diptyque. Я знаю этот аромат, когда-то очень давно я его нюхала. Ну, не совсем у меня яркие такие впечатления он оставил. Но да, они очень похожи, но аромат красивый, он очень благородный, он не бьет вам резко в нос, он вокруг вас тоже сидит таким нежным облаком. Кстати, что касаемо самого названия Naked Dance, переводится как голый или раздетый танец, и авторы имели в виду, что когда вот вы дома в неглиже пританцовываете, у вас все хорошо, ну, почему нет? То есть такое состояние расслабленности, полного какого-то умиротворения с самим собой. Да, действительно, неплохой аромат. Он мне понравился. Следующий аромат называется Тихота от бренда Intal. Этот аромат создал Франциск Куркиджан. Он был сделан в 2006 году. И особенность этого аромата в том, что с ним очень часто сравнивают вообще все ванильные ароматы. То есть это такой золотой стандарт, что ли, если вы посмотрите отзывы на фрагрантике, на других отзывах, то да, с ним очень часто все сравнивают. Я могу сказать, что я очень долго ждала этот аромат, я прям искала, где его купить, потому что полноразмеры стоят достаточно дорого, мне хотелось найти настоящий какой-то вот сэмпл, настоящий отливант, и вот, наконец-то он ко мне приехал. Я могу сказать, что этот аромат
Это просто ваниль. Ваниль и немножко мускуса. Это суперстойкий аромат, который длится на вашей коже просто бесконечно. Вот я в 8 утра его нанесла, все, вот он там до позднего вечера он на мне, никуда он не уходит, даже если бы я хотела, чтобы он ушел, сказать, ну, пожалуйста, уходи. Нет, все равно сидит как прибитый. Этот аромат достаточно простой, но, на мой взгляд, в этом и его красота. Если говорить именно про мои ощущения, для меня это такое вот сливочное мороженое вместе с кремовым сливочным ванильным пудингом. Очень ровный, очень спокойный, очень такой монотонный. Но мне это понравилось. Здесь сразу вот эта ваниль, обволакивающая, ровная, стойкая, такая уверенная в себе ваниль. Вот она прям здесь и сейчас с вами. Очень красивый аромат, деколлекс, если позволяет возможность, вы любите. Ну и, конечно, маэстро Куркиджан, он не мог сделать плохо. Следующий аромат называется Карпалиум от бренда Marlowe. Это вообще супер новинка, вышла в 2022 году. Обратите, пожалуйста, внимание на флакон. Чем-то напоминает лекарство. Кстати, если будете в Санкт-Петербурге, у нас есть великолепная историческая аптека доктора Пели и сыновей. Там изумительная совершенно экскурсия. Там рассказывают про алхимию, про исторические события, такое мистическое место. Если вы увлекаетесь этой историей, то обязательно посетите при случае, получите массу удовольствия. Так вот, там флаконы есть, которые чем-то похожи на вот этот флакон, я поэтому это и упомянула. Сам аромат заявлен как фужерный аромат. Я здесь слышу древесные ноты, травянистые такие аккорды. Чуть-чуть, наверное, табака. Ирис здесь тоже присутствует. Вот здесь как раз ирис идет не как пудровые, вот не как в ароматах, которые гурманские, может быть, такие, да, немножко женственные. Нет. Здесь это именно цветок. Ирис, он дает такую сладковатость, но аромат не сладкий абсолютно. В какой-то момент здесь появляется медицинский такой акцент, но это не именно вот лекарство, знаете, там, или сироп от кашля. Нет, это скорее что-то такое немножечко аптекарское, вот совсем чуть-чуть. Я бы сказала, что если в целом, то это древесно-травянистый такой вот аромат с небольшим медицинским акцентом. Здесь есть также небольшой такой анималистичный акцентик, да, может быть, за счет касториума, но он здесь не главный, он здесь совсем так чуть-чуть появляется и исчезает. Аромат мне этот показался очень интересным, наверное, он все-таки лучше бы смотрелся на мужчине, чем на женщине, либо на той женщине, которая вот, ну, что называется, разбирается, любит, понимает такие ароматы. Следующий парфюм называется Accident à la Vanille от бренда Je Sais Parfum. Этот парфюм тоже немножечко про ваниль, но с ним есть один интересный нюанс. В самом начале в этом парфюме я ощущаю дрожжи. Вот я сначала думала, что это что-то такое, может быть, как тесто, но нет, это именно дрожжи, вот запах свежих дрожжей. Если вот вы занимаетесь выпечкой, то знаете, как они пахнут, особенно которые вот в брикетах, у них вот этот их специфический запах. Но он на самом деле только в самом начале, и он моментально улетучивается буквально там через минуту, и после этого остается ровный кондитерский ванильный аромат. Я бы сказала, что это ванильно-амбровый аромат, и здесь еще есть небольшой такой древесный аккорд сандалового дерева, и если поносить его несколько часов, потом мне сказали, что пахнет печенькой такой, шоколадной печенькой с ванилью или ванильным печеньем, и я потом, когда уже села посмотреть отзывы, действительно, многие люди отмечали, что пахнет ванильным печеньем. Я думаю, что это мое личное восприятие вот этого вот акцента дрожжи. Возможно, кому-то он вообще покажется супер гурманикой, супер вкусняшкой. Но вот так я его почувствовала. Мне аромат понравился, но, наверное, вот из-за этого акцента в начале я его покупать не буду. Тем не менее, если вы любите ароматы печенек, то вот этот аромат. Последний парфюм, который мне понравился больше всего, он называется Dolls от бренда Moth and Rabbit. Это немецкий бренд. Ну, я могу сказать, что он покорил меня сразу. Вот как только я его открыла, это, конечно, удивительно. Сам аромат посвящен фильму Dolls, то есть куклы. Вообще у этого бренда много ароматов, которые посвящены именно фильмам. Если мы говорим про сам аромат, сейчас будет странное его описание, но да, это пластмассовая,
кукла с леденцами. Вот пластмассовая хорошая кукла, которая пахнет вот этим сладким пластиком. У меня в одном из видео я рассказывала про аромат от Jo Malone, там был пич вот этот Blossom, и я говорила про то, что там есть такая вот пластиковая нота, которая мне не понравилась. Но там она была вот горькая, какая-то такая производственная, что ли. А здесь, видимо, это герань или что, или маршмеллоу. Здесь вообще по нотам, кстати, заявлена нота снега, яблоневого цвета, розового масла и, по-моему, еще вишневый цветок. Ну вот вишни здесь я совершенно не ощущаю. Я здесь чувствую исключительно вот запах такой вот герани, вот таких вот цветков. И немножко он такой озоновый, что ли. Пластик вот этот сладкий и леденцы. Это очень сладковатый, ровный аромат, который вот пахнет синтетическими леденцами. Но мне это очень нравится. Он очень стойкий, он очень красивый, он очень необычный. Я вообще ни на ком ни разу не слышала этого парфюма, но мне он очень понравился. Я знаю, что он продается у нас, в принципе, в стране, но, к сожалению, я нигде не видела. У них есть размер 12 миллилитров, то есть travel size. Надеюсь, когда мне удастся найти вот этот 12 миллилитров, который я отдельно сделаю обзор именно на этот аромат, отдельно вот видео мне хочется сделать. В общем, Dose меня покорил, это изумительный аромат, я в полнейшем восторге. На этом у меня все. В следующей части я расскажу о тех парфюмах, которые я купила в полноразмере, поделюсь своими впечатлениями. Большое вам спасибо за просмотр и всего вам самого хорошего.